Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Март 2025 года. Что откроется? Что прояснится в марте? Чему нужно уделить внимание? По мнению карт, секреты марта и ключи судьбы. Вот давайте узнаем, в чем же эти ключи? Или что, по мнению карт, для вас будет важным? Или важно, нужно знать, учесть, может быть, в течение марта? И всех призываю, давайте будем добрее, милосерднее к самим себе. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. И довелось нам с вами проживать в эпоху перемен. Но давайте попробуем через карты Таро рассмотреть один из тысячи, возможно, альтернативных вариантов развития событий. И именно сделаем это с позиции позитивной психологии. Будем реалистами. Любой прогноз или расклад, я часто об этом повторяю, не расскажет о личной истории каждого из вас. Не передаст то, что вы чувствуете, или, не расскажет о ваших проблемах, задачах. Но я надеюсь, тем не менее, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы получите. Или сумеете рассмотреть вашу ситуацию словно с другого ракурса. Адаптироваться, наверное, основная задача 2025 года. И первые карты, 3 карты, мы с вами достанем. Чему нужно уделить внимание? Знаки судьбы или ключи судьбы, обстоятельства, может быть, в которых вы оказались, к чему, к какому итогу вас подводят. Одним словом, что для вас нужно знать или важно знать, как это видит Таро. Не упустить, возможно, и так. Что откроется? Что прояснится? Какие вопросы? В какой сфере жизни? Может быть и так. И дальше у нас будет своеобразное такое включение, как расклад в прогнозе. Мы достанем с вами 2 карты. И пока будем раскрывать предыдущие, вы можете определиться и загадать желание. Или одно желание, или 2 желания. Но вариантов будет 2. Можете выбрать что-то одно, либо по вашим планам, по вашим намерениям и целям, или то, что вас сейчас беспокоит. Вот какая тенденция, какие энергии будут преобладать? Первый вариант и второй. Осуществится ли задуманное, исполнится ли ваше желание. Следующая карта неожиданности, которые могут быть в марте. И сфера ваших достижений, работы, денег, сфера любви и личной жизни. Давайте узнаем. Итак, пятерка жезлов. Вот какой-то хаос, путаница у вас должна быть устранена из вашей жизни. Вообще это много информации. Я называю пятерку жезлов информационного хаоса. Но здесь, видимо, будет очень важно в течение марта где-то уделить внимание вот тем разнообразным сообщениям. Или вы, может быть, сами ищете эту самую информацию. Тогда перепроверять, мои дорогие. Потому что будут и фейки, или будет то, что не жизнеспособно. Но обязательно вот в этом ворохе будет какой-то, как важная тема или важный способ, как вам поступить. Или, может быть, альтернативный вариант, когда вы сумеете решить какую-то свою тему, проблему насущную. Вообще, в принципе, скучать будет некогда. Для кого-то из вас много общения. Карта иногда предполагает то, что мы буквально устаем от этого информационного потока. Могут быть и люди, мои дорогие. Вот как информационный хаос, так иногда эта карта обрисовывает людей, на которых мы не можем понадеяться. Значит, в такие тоже будут в вашей жизни. Проходят те люди, которые утром нам что-то пообещали, а к вечеру они либо забыли, либо у них в течение дня, предположим, что-то более важное для них прорисовывается, и они даже нас без предупреждения где-то так это задвигают на второй план или на какой-то самый далекий. Поэтому доверяйте тем, которые к вам относятся искренне, а всю информацию нужно перепроверить. Каковы же еще знаки судьбы, ключи судьбы? Посмотрите, у кого-то что-то очень важное стоит на повестке. Мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни, может быть любимая женщина. Это может быть и руководитель, и ваша мама. Для вас, мои дорогие девочки, первое, наверное, это вы сами, безусловно, императрица, ваша сила. И для вас, принципиальные какие-то вопросы будут стоять в марте, которые вы сумеете как раз договориться, решить, согласовать. Для вас нет ничего невозможного. Для всех это карта статусная, поэтому кто-то может переводить отношения на новый уровень.
Или если была дружба, вы встречались, задуматься о том, чтобы как минимум жить вместе. По этой карте она нам тоже еще говорит о том, что императрица плодовита. Плодовита не буквально даже, как я уже сказала, но это плодовитость на планы, на идеи, на какие-то, ну, может быть, вас и заинтересует что-то совершенно новое, и тогда это следует продолжать. Мы идем своей дорогой судьбы. Мы строим свое благополучие. Все вопросы благополучия– это все то, что будет для вас важно. И это и включает, и, к примеру, у кого-то откуда к вам приходят деньги или в каком эквиваленте, каким образом вы это зарабатываете. Вопросы личной жизни, безусловно, по карте императрица. Вопросы, связанные с вашим домом. У кого-то улучшение бытовых условий. Или вы задумаетесь, или будете осуществлять, предпринимать какие-то попытки, искать какую-либо информацию. Вы что-то хотите осуществить. И очень благополучная карта, если мы говорим символ нового я, символ нового статуса, как раз для себя максимально прояснить то, что прежде было в каком-то информационном хаосе или в какой-то путанице. Или эту путаницу из своей жизни устранить, с чем-то определиться. Но нужно быть дипломатом. А вы великие дипломаты. Вы умеете людей воспринимать правильно, непредвзято. И это для вас открывает большое поле деятельности, как раз даже сложные вопросы решить. Помните, что договариваться где-то придется в течение марта, и от этого будет зависеть качество жизни. Кто-то из вас надумает менять свой имидж, особенно девочки, правда, и у вас получится, ну, может быть, здоровый образ жизни, или вы начнете какой-нибудь спортом заниматься, вид спорта для себя, например, вас заинтересует это, или просто, не обязательно это в каком-то более глобальном спортивном масштабе, а элементарно возьмете себе за правило делать гимнастику или питание свое, допустим, пересмотреть, пойти к доктору, не потому что что-то беспокоит, а потому что, ну, даже я и допускаю такое, хотя карта императрицы, она в целом говорит, ты заботься о себе и о своем где-то имидже. Но помним, что имидж– это наше здоровье, это бодрость. От нашего здоровья внешний вид тоже зависит. Поэтому, может быть, где-то и через питание, или через вашу активность, или через образ жизни. Вот тут тоже такое может проиграться. Но это время больших возможностей. Что важно знать, если мы спросили, что еще, а на кону будущее. Устранить вот этой самой императрице весь свой хаос из жизни и уже смотреть в будущее с оптимизмом. И когда выпадает тройка жезлов, словно какой-то жизненный этап мы завершаем. Очень символично, что девушка наша с серфингом уже готова куда-то отправиться, словно ждет волну. Но она останавливается, словно мысленно проигрывает, все ли я с собой взяла. Хотя карта нам больше транслирует, что идет она налегке. Будущее, ваше будущее, чем вы будете заниматься, куда вы продвигаетесь или чего вы хотите достичь. Время задавать себе самому важные вопросы. Нужно это продолжать или нет? Что меня ждет дальше? Как я вижу вообще свои перспективы? Что может служить моему прогрессу? Вы уже где-то в мыслях, которые на последующий период времени. Но может быть момент перехода между прошлым и будущим в марте для вас. Ну, как вот есть те темы, которые, возможно, и закрыть нужно, или разобраться с чем-то, для того, чтобы вам в будущем не напоминало ничего от каких-то, ну, таких своеобразных хвостах, или то, что мы, ну, оставили на потом или не решились что-то прояснить для себя. Вот здесь максимально какой-то баланс, как и внутренний баланс, тоже символичной императрицы, ну, так и баланс по делам, потому что жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И у кого-то проиграется по делам, тут тоже нужно позицию для себя прояснить. Опять же, и из расчета того, что вы хотите осуществить, или какое качество жизни в будущем вы хотите достичь. Переход своеобразный. Вот это правда. Что же откроется, что для вас прояснится? Ну, точно что-то откроется. Или вы найдете недостающую информацию, или вы определитесь, может быть, с работы, опять же, жезлы, дела, работы, бизнес и деньги, откуда к вам приходят деньги, или вы на что-то решитесь. Я допускаю, что откроется, что вы получите, может быть, письмо, уведомление, важное сообщение. Может быть, это сообщение будет как телефонный звонок, может быть, и документ, который перед вами откроет перспективы. Вы что-то подводите к одной точке, и вы вот из этих 5 жезлов остается один. Вы, правда,
можете сделать правильный выбор или сориентироваться, как вам действовать дальше, или, может быть, все глобальней, куда же я иду, поставить перед собой цели. Но часто по тузу жезлов это уже мы знаем как ноу-хау, как я буду действовать. Вот какую-то ситуацию вы точно из путаницы превратите в конкретное решение. Может быть, благодаря людям, может быть, получению документов у каждого по-своему. Кто-то отправится в дорогу, шестерка мечей часто говорит об этом, а кто-то из вас будет обдумывать, каким вопросом я, к примеру, могу работать на дому или перестроить процесс личного дела, личного творчества или бизнеса. Такое тоже может проигрываться. Часто, кстати, по этой карте нам советуют уделить время даже для собственной популярности, заявить о себе миру. Но как будто, опять же, отчалить от прежнего берега. И если тройка жезлов, нам еще девушка показана, стоит, хоть и повернулась спиной, но стоит на берегу, ну, наверное, вы на что-то решитесь, что-то вы согласуете. В самых разных областях жизни у каждого свое. И уже первые шаги в марте вы обязательно сделаете. И шестерка мечей, мои дорогие, это карта заслуженного успеха. Но мы идем словно по непознанной земле или исследуем ее. Без карты, причем в одиночку. Значит, есть какой-то проект, который целиком и полностью зависит от вас. Но и мужество, безусловно, идет по этой карте. Мужество для того, чтобы отправиться или начать какой-то новый путь. Может быть, и изучать, кстати, что-то новое. По этой карте очень проигрывается хорошо, как IT-технологии. И я должна сказать, что если вы хотите поменять работу и вам интересна эта сфера, то мы, наверное, единственные из немногих сфер нашей жизни, когда мы можем получить вот эти навыки, скиллы достаточно быстро. Нам достаточно курсов, может быть, нескольких курсов, но мы не вынуждены сидеть годами за партой в университете, а мы можем посредством добавления знаний пройти какие-то начальные даже курсы и приступить к работе. Это будет для нас означать уже какой-то прорыв и доход. Ну или, может быть, какое-то ремесло, творчество тут тоже проходит. Опять же, интернет, потому что по шестерке мечей очень часто пространство, вселенная и эфир, интернет. Иногда вот как подсказка, для кого это актуально услышать. А кто-то из вас напрямую задумается о переезде или какие-то перемещения, может быть, у вас по согласованиям, по документам, потому что вы с чем-то определились, и вы уже четко знаете, что вам для этого потребуется. Поэтому скучать будет некогда. Много, как я говорила, общения, но для вас вырисовывается какая-то ваша личная стратегия и тактика, куда я иду, чем я буду заниматься. И сразу открываются новые перспективы, потому что, что важно знать, само по себе будущее у вас уже на пороге. Давайте посмотрим, исполнится ли задуманное или осуществится ли ваше намерение. Кто загадал первый вариант, да или нет? Ну, по пятерке чаш нам говорят много эмоций. Они вам где-то могут мешать. И поэтому быть реалистом в первую очередь. Не путайте интуицию с каким-то, ну, знаете, таким состоянием нашим душевным, когда мы не можем словно что-то отпустить, или какая-то мысль крутится до бесконечности в нашей голове. Но это тогда будет сопряжено больше с эмоциями. И карта нам описывает ситуацию, когда девушка, видимо, вконец уже измученная от этих негативных, в первую очередь, эмоций, лениво протягивает ножку. Она с чем-то определилась, обратите внимание. Лениво протягивает ножку и переворачивает, выливает вот весь этот негатив в какой-то омут. И буквально через считанные секунды это все исчезает и больше не мучает ее. А все самое ценное находится возле нее. Вам тут по первому варианту могут именно какие-то ваши негативные мысли, сомнения, страхи, неуверенность мешать. А возможность есть, тем не менее, возможность есть. Какая-то ненужная глубокая философия, точно. Но тут надо учитывать, что мы буквально бежим вперед или мы прощаемся с прошлым. Не получится осуществить ваше намерение и цель, пользуясь проверенными какими-то методами или тем, что вы отработали, каким-то шаблоном.
Карта колесницы нам тоже где-то добавляет значение. Шестерки мечей. Перекликается ваше намерение с тем, что открывается. Может быть и тайна какая-то, или какая-то возможность. Или это вы решитесь на что-то и куда-то поедете, или пойдете на курсы что-то обучать у каждого по-своему. Но это мы смотрим вперед, мы смотрим в горизонт, и этот наш собственный горизонт мы стараемся расширить. Расширить, может быть, общение. И пусть это общение разное, да, значит, будем фильтровать информацию. Но, видимо, для вас в марте это совершенно необходимо, потому что аркан колесницы будет говорить у кого-то про переезд, что надо решаться, может быть, именно в марте, или решаться использовать новые методы, новое сотрудничество. И говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И вообще это карта успеха. Но мешать конкретно могут мысли. Поэтому по первому варианту или кто-то решится вот на эти перемены, а кто-то скажет нет. Мне вот как-то привычнее уже в тех энергиях или в тех моих, может быть, мыслях, или вот то, что для нас олицетворение базиса, или то, что мы не хотим менять. Поэтому тут через перемены приходит исполнение желания. Ну, а уж кто на что решится, это индивидуально. Второе. Осуществится или нет? Да. И здесь прекрасная карта по части личной жизни, по части заработков, по части обустройства быта или, опять же, куда-то переезда. Вы знаете, мои дорогие, я могу сказать так, что мы с вами действительно живем в эпоху перемен. Либо вы загадали каким-то образом, ну, может быть, вы загадали одно намерение, цель, но вы загадали два способа действий. Если я буду действовать одним, допустим, методом, а если я буду вторым действовать, но я могу сказать так, перемены все равно будут. И поэтому лучше не пытаться остановить, наверное, как ход истории, а словно выйти судьбе навстречу, принять какую-то реальность, основная ваша задача. И как только вы это сделали, ваша судьба начнет меняться. Как будто, ну, может быть, и придется от чего-то отказаться. Но тогда вы почувствуете облегчение, словно ну, какой-то груз спал с ваших плеч. Или, может быть, это будет связано, ну, даже с личной, допустим, жизнью, коль мы говорим, пятерка кубков. Может быть, на что-то нужно решиться, на какой-то важный разговор, прояснить какую-то ситуацию, и вас это освобождает. Возможно, от тех тяготных мыслей или сомнений, или если была двойственная ситуация, вы тут тоже можете прояснить. Но в конечном итоге десятка пентаклей– это как по максимуму. Счастье, радость, возможности, получение денег, ну и нахождение работы вы тоже можете найти. Или продвижение вашего проекта. Здесь карта будет говорить где-то и о деньгах или материальной составляющей, ну еще и о личной жизни. Каковы же неожиданности марта? Десятка чаш. Волшебно. У вас на коду действительно ваше качество. Качество, знаете, как ощущение ваше. Я чувствую себя счастливым, когда у меня все сферы жизни в полном балансе. И десятка чаш, и десятка кубков. Тут могут быть и какие-то предложения. Предложения по работе, предложения у кого-то по части личной жизни. Может быть, вы кому-то будете делать предложение. Такое тоже могу допустить. Но как на кону. Императрица и две карты, которые символизируют наше благополучие. Десятка пентаклей и десятка чаш. Вы можете совместить все сферы жизни в один красивый узор. И сферу ваших достижений, и сферу вашего быта, вашей личной жизни, любви, отношений в паре, заработков. Ну, все, что вы тут только не задумаете. Но решиться на что-то нужно. Давайте что на сферу достижений. Действительно, какой-то новый план, новая проекция ваших планов. Может быть и так. Новые возможности. По тузу пентаклей это мы всегда как зернышко наших будущих побед садим в землю, а потом получим денежное дерево. И вот этот пентакль, тоненькие такие еще корешки, слабые росточки, но что-то следует продолжать. Поэтому какая-то ваша задумка или план принесет добрые плоды. Это точно. В личной жизни нечего сказать. Слушайте, мои дорогие, а ведь вам тут как Вселенная помогает. И я должна сказать, весь 2025 год для вас прекрасное время. В июне месяце планета Юпитер в вашем знаке зодиака. Мы знаем, Юпитер это как та планета, которая приносит дары или расширяет наши возможности.
в самых разных областях жизни. И более того, это будет продолжаться год, а в последующем это будет продолжаться. Юпитер перейдет во второй дом вашего гороскопа в 26 году. И это материальная какая-то составляющая будет приумножена, опять же, с новыми возможностями. Но вот что-то начинается позитивное. Может быть, уже началось, дай бог. Но март для вас поистине восхитительным месяцем может быть. Да, все начинается с малого. Может быть, даже с информационного хаоса, с которым мы должны разобраться, принять это решение. Но палитра жизни в других красках, в другом вдохновении, в другом качестве, когда можно быть и любимым, и любящим, когда можно сбалансировать финансы, когда можно заниматься любимым делом или работой. Причем это делать, если нравится, на дому. Если нравится путешествовать, путешествуйте. Может быть, взаимопонимание с важными людьми достичь. Но для вас нет ничего невозможного. Не упустите это время. На кону, ну, самое прекрасное, хотя нас могут одолевать. Вот эти две пятерки. Всегда говорю, пятерка – это недостаток. И если здесь недостаток правдивой информации, как я говорила, может быть, а здесь недостаток положительных эмоций. Но зато и есть возможность кардинально все это изменить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.